Глава 291. Клан Ся. Этот красивый молодой принц, естественно, не знал, о чем думал Хань Ли. Вместо этого он произнес несколько теплых слов в знак приветствия ранее знакомым младшим клана Цинь и поболтал с ними, в результате чего две молодых мадам покраснели. Казалось, что он нравился им все больше. При виде этого Хань Ли холодно засмеялся. Этот молодой принц действительно выглядел очень подозрительно. Если бы две эти молодые мадам бросились в его объятия, определенно, ни к чему хорошему бы это не привело. Даже если бы молодой принц попробовал их, а затем оставил их голыми, Хань Ли ничуть бы не удивился. Спустя какое-то время принц Синь сказал несколько слов Цинь Янь и отвел молодого принца в другую сторону. В результате все младшие клана Цинь, а также внуки Хуа, которые разговаривали с принцем, почувствовали разочарование. Хань Ли воспользовался тем, что никто не обратил на это внимания, и стал наблюдать за молодым принцем, который что-то бормотал себе под нос, как вдруг что-то мелькнуло у него на глазах. Спустя несколько часов пиршество подошло к концу. Как только гости были полностью удовлетворены, они стали прощаться с принцем Синь. Цинь Янь также подвел Хань Ли и своих младших прощаться. Затем они покинули резиденцию принца Синь через главные ворота. Пока мастер клана Цинь собирался садиться в экипаж, Хань Ли неожиданно спросил у него: «Дядя Цинь, скажите мне, кто эти двое? Вы их знаете?» Хотя Хань Ли говорил вежлив, мастер Цинь не посмел его игнорировать. Он поспешно повернул голову, чтобы посмотреть на них, и ответил: «Уважаемый племянник Хань, ты говоришь об этих двух. Это лорд клана Ся. Он владелец знаменитого ресторана в Юэцин, «Спокойное облако». Поскольку его статус в обществе невысок, я с ним не очень хорошо знаком. Что касается незнакомого мальчика рядом с ним, кажется, это его внук». После того, как Цинь Янь увидел, что Хань Ли смотрит на эту пару дед-внук, он был удивлен. Он не знал, почему Хань Ли вдруг заинтересовался этими двумя. А вот как? «Дядя Цинь, езжайте первым. Я вернусь в резиденцию чуть позже», Хань Ли задумчиво кивнул головой и затем ответил. Не дожидаясь ответа Цинь Янь, он медленно направился к небольшой дороге вокруг стены резиденции принца. Цинь Янь незаметно взглянул на спину Хань Ли и затем украдкой перевел свой взгляд к лорду клана Ся, чувствуя себя немного озадаченным. Спустя какое-то время Цинь Янь оставил свои размышления и сел в карету, приказав своему слуге отогнать ее. Таким образом, экипажи кланов Цинь выехали из главных ворот резиденции принца Синь и вернулись в резиденцию Цинь в восточном районе. Молодежь клана Цинь даже не заметили отсутствия Хань Ли. Вместо этого они обсуждали то, что сегодня произошло, сидя в двух последних экипажах. Они были несравненно взволнованы. Они чувствовали, что, хотя у них нет кармы бессмертного, им все равно было, чем похвастать перед своими друзьями по возвращению домой. Спустя промежуток времени, который бы потребовался на то, чтобы заварить чашку чая, Хань Ли оказался у задних ворот резиденции принца Синь. В этот момент высокие задние ворота были надежно закрыты. Ни одного человека не было видно. Хань Ли улыбнулся и почувствовал, что здесь все было верно. Таким образом, ему не пришлось бы использовать магические техники, чтобы скрыться. Он высокомерно встал перед задними воротами и поднял голову, неторопливо глядя в небо. Через мгновение Хань Ли очнулся, потому что почувствовал, что к нему приближались люди. Он опустил голову и холодно посмотрел на них. Люди, которые к нему приближались, на самом деле были лорд клана Ся и молодая женщина, одетая в мужскую одежду. Они подошли с другой стороны ворот резиденции. Когда старик увидел Хань Ли, его вдруг объяли сомнения. Между тем, на лице молодой женщины можно было увидеть любопытство, ни единого следа страха там не было. Внезапно выражение лица старика стало спокойным. Он сделал несколько шагов вперед, а молодая женщина внимательно следила за ним. Этот младший Ся Чжэнь благодарит старшего за мягкое обращение в особняке принца. Если я случайно обидел вас, что приношу вам свои глубочайшие извинения. Подойдя к Хань Ли, лорд Ся все еще не мог определить, насколько высоким был уровень культивации Хань Ли. Именно поэтому он был в шоке. Чувствуя, что ему следовало быть почтительным к Хань Ли, он поприветствовал его и вежливо извинился. Выражение лица Хань Ли ничуть не изменилось после его приветствия. Затем он сказал: «Вы культивируете какую-то технику, которая вместе с достаточным количеством духовной ци. Почему вы появились в Юэцин? Может быть, вы не хотели покидать мир смертных и оставлять здесь свое богатство? Вы не желаете продолжать культивирование?» Независимо от результата, Хань Ли сразу же накинулся на старика с расспросами, чтобы быстро подавить другую сторону и навязать свою волю. Благодаря этому его собственные дела бы пошли гладко. Старший все не так понял.
Поскольку я уже слишком стар, у меня нет ни единого шанса достигнуть стадии заложения фундамента. Таким образом, клан назначил меня управляющим, который отвечает за наши источники дохода в мире смертных. Дело совсем не в том, возвращаться или нет в мир культиваторов. Когда старик в лазурной одежде услышал слова Ханли, он тут же расслабился и спокойно ответил ему. «Ты ученик клана». Ханли засомневался в его словах. Ханли хотел узнать, к какому клану они относились. Если бы они были учениками из нескольких известных кланов культиваторов, Ханли не стал бы их провоцировать. Однако фамилия Ся, похоже, не принадлежала к известному клану. Услышав вопрос Ханли, старик колебался какое-то время. Затем он взглянул на молодую женщину и ответил: «Этот младший из клана Ся с горной реки Фэн провинции Юн». Клан Ся с горной реки Фэн. Ханли слегка нахмурился и тщательно стал перебирать все в своей памяти. Он был уверен, что никогда не слышал названия этого клана. Господину не стоит слишком много думать об этом. Клан Ся, которому принадлежит этот младший, небольшой клан. «Вероятно, вы никогда и не слышали о нем», — ответил старик с небольшой насмешкой. Ханли был немного удивлен, но спокойно спросил старика со своим обычным выражением лица: «Вы так спокойно говорите об этом, разве вы не боитесь, что я уничтожу вас в ту же секунду?» Старик никак не отреагировал на слова Ханли. Однако эта молодая женщина выглядела словно маленький котенок, которому только что наступили на хвост. Она тут же положила руку на пояс. Вне всяких сомнений, там была сумка. Но вскоре после этого молодая женщина увидела, что ни ее дед, ни Ханли действительно не начинали действовать. Ее лицо тут же покраснело, и она не знала, куда деть свою руку. Это выглядело очень мило. При виде этого старик ласково взглянул на молодую женщину, а затем повернул голову к Ханли и сказал с горькой усмешкой: «Хотя я и не могу видеть уровень вашей культивации, я уверен, что вы находитесь на стадии заложения фундамента. Я прекрасно понимаю это. Я не верю, что у нас могут быть какие-либо магические инструменты или духовные растения, которые бы заинтересовали такого высокоуровневого культиватора. Однако, если господин действительно окажется таким человеком, то я не смогу вам сопротивляться. Мой низкий уровень культивации не позволит мне даже сбежать. Поэтому будет лучше сдаться и исполнить пожелания господина, вместо того, чтобы провоцировать его. Однако, я прошу вас быть снисходительным к моему внучке и позволить ей уйти. Она мой единственный потомок». Последние слова старика были немного мрачными. В результате чего молодая женщина, казалось, рассердилась на него и тут же сказала с недовольством: «Дедушка, тебе нечего бояться. Если он действительно хочет действовать против вас, мы будем сражаться вместе. Тогда нам не нужно будет его бояться». Когда Ханли услышал слова лорда Ся и молодой женщины, он на мгновение уставился на нее. Но как только он полностью понял, что она собирается делать, он рассмеялся. Ханли видел по колебаниям магической силы старика, что на самом деле он не искал смерти, а только притворялся мучеником. Старик был готов в любой момент вступить в бой. Он совершенно не собирался сдаваться. Было ясно, что если Ханли хотел убить их ради сокровищ, они не собирались сдаваться без боя. Эта молодая женщина также выглядела довольно забавной. Хотя в ее словах звучало возмущение, она беспрерывно рассматривала Ханли своими блестящими черными глазами, в которых явно скрывалась какая-то хитрость. Однако эта молодая женщина не знала, что с тех пор, как Ханли завершил первый уровень техники великого развития, его духовное чутье стало намного сильнее, чем у обычных культиваторов. Ее мелкие трюки уже были под наблюдением Ханли. Ханли думал про себя: возможно, этот клан Ся с горной реки Фэн не так прост, как хочет казаться. Таким образом, на лице Ханли появилась таинственная улыбка, и он молча смотрел на них обоих. Поскольку он не сказал, что эти двое могут уйти, дед с внучкой продолжали стоять на месте, не двигаясь. С самого начала старик и молодая женщина сохранили свой торжественный и мрачный вид. Но через некоторое время Ханли равнодушно уставился на них с ленивым видом. Старик Ся и молодая женщина тут же переглянулись между собой в смятении. «Господин, что вы намерены делать?» Молодая женщина не могла больше выдержать этого утомительного молчания Ханли, она выскочила вперед старика и громко спросила с выражением недовольства: Глава 292. Сила. Выражение лица Ханли не изменилось, поэтому она не знала, разозлила ли она его. Однако старик явно почувствовал холодное намерение, исходящее из тела Ханли. Старик еще не успел оттащить за молодую женщину за спину, когда тело Ханли выпустило невероятную мощь. Ужасное духовное давление, которое скопилось вокруг него, фактически оттолкнуло молодую женщину назад на несколько шагов.
Она не могла сопротивляться. К счастью, старик был очень быстрым. Его тело тут же вспыхнуло и метнулось к ней, не давая ей упасть. В этот момент лицо молодой женщины было бледным, как бумага. Почувствовав на себе мощь культивации Ханли, она потеряла самообладание от страха. Выражение лица старика было мрачным, и если до этого момента он еще сомневался в том, что вместе со своей внучкой они смогут противостоять Ханли, то теперь, когда они испытали на себе его мощь, об этом не могло быть и речи. Культиваторы стадии заложения фундамента были намного страшнее, чем он себе представлял. Они определенно не были теми личностями, которых мог спровоцировать обычный, низкоуровневый культиватор. На спине у старика бежал холодный пот. Он на самом деле собирался сделать кое-какую уловку с помощью внучки. Старик никогда раньше не видел такого эксперта, как Ханли. Такому слабому культиватору, как он, можно было только мечтать о такой мощи. К счастью, он имел огромный жизненный опыт за плечами и поэтому мог действовать быстрее обычного культиватора. Может быть, этот человек был старым эксцентриком, который прожил более 100 лет, сохраняя свою внешность молодой, используя какую-то технику. Чем больше старик думал об этом, тем больше он чувствовал, что это может быть правдой, и тем сильнее был страх в его сердце. После того, как старик почувствовал, как с течением времени духовное давление, которое исходило от тела Ханли, становилось все сильнее, старик сглотнул и заговорил дрожащим голосом: «Старший, пожалуйста, пощадите нас. Моя внучка слишком молода. Она еще не видит разницы между высоким и низким культиватором. Пожалуйста, успокойтесь». Бросив на старика холодный взгляд, Ханли внезапно прекратил испускать мощное давление из своего тела. Казалось, что Ханли понял истинный смысл его слов. В одно мгновение он скрыл свое давление, как будто оно было заперто на дне колодца. Дрожащими от страха руками старик Ся отнял руки от плеч молодой женщины, которая, казалось, осознала свою ошибку. Взглянув на Ханли, она сразу отвела взгляд, не смея смотреть прямо на него. То, как она себя вела, отличалось от ее предыдущего поведения, как небо и земля. Однако лицо этой изящной молодой женщины было смертельно бледным. Она была похожа на маленькую испуганную птицу. Это действительно выглядело очень мило. При виде этого Ханли почувствовал что-то странное. Это был первый раз, когда перед его глазами предстала женщина с такой хрупкой красотой. Она на самом деле тронула его душу и сердце. От одного ее вида у Ханли захватило дыхание, он не мог не взглянуть на нее несколько раз, осторожно взглянув на внешность молодой женщины, хотя он и понял, что ей было лет 15, она обладала поистине редкой красотой. Казалось, еще несколько лет, и она будет сводить мужчин с ума. Поскольку Ханли смотрел на девушку был слишком странно, при виде этого старик нахмурил брови. Неужели он пришел сюда, чтобы пялиться на мою внучку? Его привлекает ее красота. Это нехорошо. Мы не сможем справиться с его великой магической силой. Выражение лица старика являло глубокое беспокойство. Поскольку вы двое не желаете раскрывать информацию о своем клане, вы, вероятно, являетесь свободными культиваторами. Я не собираюсь усложнять вам жизнь, у меня есть дело для вас. После долгого молчания Ханли, в конце концов, заговорил. Дело. Старик уставился на Ханли. Он чувствовал, что что-то было не так. Верно. Мне очень понравилось то, чем вы обладаете, поэтому я хочу предложить вам сделку. С глупым выражением лица проговорил Ханли. Услышав это, старик невольно взглянул на свою внучку с мыслями: он хочет забрать мою внучку. Но когда он думал об этом чуть больше, это казалось действительно маловероятным, поскольку, несмотря на несколько взглядов, которые Ханли бросил на нее минуту назад, сейчас он на нее совершенно не смотрел. С этой мыслью старик немного расслабился и почтительно сказал: «Я не знаю, что привлекло внимание господина, но мы, естественно, готовы предложить это вам. Вот только я хотел бы знать, что именно вас интересует». Последние слова старика показали опасения старика. Когда Ханли увидел вежливое обращение от другой стороны, он слегка улыбнулся и сказал: «Какую технику культивации вы использовали внутри зала? Вы действительно смогли скрыть свою духовную ци настолько хорошо, что тот бессмертный мастер концентрации, ци, не заметил вас». Ханли не стал ходить округ да около, а сразу спросил напрямик мягким тоном. После того, как он явил им свою мощь, он стал вести себя более мягче по отношению к ним. Идеальная стратегия — использование кнута и пряника. Услышав вопрос Ханли, они переглянулись между собой, а затем ответили в некотором смятении: «Господин, я тоже не знаю, что за технику я использовал». Удивительно, но Ханли не рассердился. Вместо этого он продолжал внимательно смотреть на старика. Он знал, раз старик упомянул об этом, значит, он получит справедливое объяснение. Конечно же, старик осторожно продолжил:
техника культивации, которую я использовал, произошла от плохо сохранившейся безымянной книги даосиста. В ней даже не говорится даосской книги. Он даже не упоминается название техники, сдерживающей духовную ци. Мы практиковали ее наугад. Безымянная книга даосиста. Только не говорите мне, что она передается внутри вашего клана. Слова Хань Ли имели глубокий смысл. Если бы эта магическая техника передавалась только внутри клана, каждая секта культиваторов стала бы сражаться ради нее. Однако Хань Ли никогда раньше не слышал о такой технике культивации. Старший все ясно понял. Эту книгу моя внучка нашла в пещере, когда путешествовала на Дикой горе. Кроме этой техники, сдерживающей духовную ци, мы больше ничего не поняли. Если господин хочет взглянуть на нее, я могу вернуться в свою резиденцию и показать ее вам. Пообещал старик, заискивающе улыбаясь. Услышав слова старика, на лице Хань Ли появилось довольное выражение, и он сказал: «Можете не беспокоиться, я не собираюсь в наглую забирать ваши вещи. Возвращайтесь в свою резиденцию и ждите меня там. Убедитесь, что вы действительно готовы обменять ее». Голос Хань Ли был очень спокойным. Но после того, как он произнес эти слова, он неожиданно вытянул палец. Из его пальца тут же выскочили два зеленых огонька размером с соевый боб и направились к телу деда и внучки. В одно мгновение огоньки растворились на них, не оставив и следа. «Старший, вы». Старик испугался и рассердился. Он не думал, что после того, как Хань Ли закончит говорить, он внезапно начнет действовать против них. Хотя он не знал, что произошло, он был уверен, что определенно ничего хорошего. Девушка побледнела от испуга. «Не стоит волноваться. Это всего лишь метки, по которым я смогу безошибочно найти вас в любое время, если возникнет такая необходимость», — спокойно объяснил Хань Ли. Услышав это, старик вздохнул с облегчением, он действительно не оставил им никакого пути к отступлению. Даже если они попытаются воспользоваться ситуацией и сбежать, из-за меток на их теле он всегда сможет найти их. Однако старик Ся отлично понимал причину действий Хань Ли, и если он этого не сделал, то, естественно, что старик бы сбежал вместе со своей внучкой. В конце концов, заключать сделку с экспертом, который мог легко убить их, было слишком страшно, особенно когда более сильная сторона казалась капризной. Если бы у него было больше времени, старик бы взвесил все за и против. Однако казалось, что теперь он непременно должен согласиться, вне зависимости от того, хочет он или нет. Он мог только надеяться, что после того, как другая сторона не устранит их после получения книги. Ему оставалось надеяться на то, что за столь короткое время он смог понять характер Хань Ли. Он знал только, что его магическая сила не только обладал огромной мощью, но также приносила огромную головную боль. Он ничего не мог с этим поделать. «Хорошо. Тогда мы будем ждать вас в своем жилище». Старик мог только притворяться, что ничего страшного не произошло, и сказал это с большим уважением. «Отлично. Я приду сегодня ночью за ней. Вам лучше вести себя хорошо». Сказав это, тело Хань Ли мгновенно растаяло в воздухе, а через доли секунды он исчез без следа. Как только его последние слова покинули его рот, на его месте остался только воздух. При виде такого таинственного умения Хань Ли лицо старика стало смертельно бледным. Он уныло позвал девушку и медленно направился домой. Однако старик не знал, когда его внучка увидела эту технику Хань Ли, в ее глазах была зависть. И когда старик позвал ее, она словно очнулась ото сна. Молодая девушка могла только молча последовать за стариком, печально взглянув несколько раз на то место, откуда только что исчез Хань Ли. Эта девушка действительно любопытная. Скрывшись за соседним деревом, Хань Ли холодно смотрел на двоих, пока они уходили, и покачал головой. Глава 293. Проникновение. Хань Ли была хорошо знакома с тем одержимым выражением лица, которое было у молодой женщины, когда она уходила. Когда он в первый раз увидел, как Ли Хуаянь контролирует огромного водяного дракона, у него был такой же завистливый взгляд. Подумав так, Хань Ли решил, что эта молодая женщина действительно очень интересная. Слегка улыбнувшись, он молча исчез с дерева. Затем он появился у высоких стенах особняка принца. В этот момент Хань Ли использовал не только технику невидимости, которая бы скрывала его от смертных, но и технику блокировки ци, которую могли использовать только культиваторы стадии заложения фундамента. Он быстро промелькнул мимо снующих горничных и слуг в доме принца, не заметив ничего необычного. Через мгновение Хань Ли проник в заднюю резиденцию особняка принца.
Он тайком спрятался за колонной в каком-то пустынном коридоре и с холодным выражением лица наблюдал за всем вокруг. Вскоре неподалеку показалась хорошенькая служанка. Хань Ли внезапно выпустил из пальца желтый шар размером с кулак, ударив в голову горничной. Горничная внезапно зашаталась, собираясь упасть на пол. Не дожидаясь, пока она упадет, Хань Ли уже подпрыгнул к ней, схватил и отлетел назад, спрятавшись за колонну. Затем он прислонил ее тело к стене, открыл ей рот и вынул лазурную духовную ци, которая вошла в ее плотно закрытые глаза. В этот момент веки молодой девушки задвигались, и она медленно открыла глаза. Когда она очнулась, она увидела перед собой золотисто-желтые глаза, холодно смотревшие на нее. Она собиралась закричать и позвать на помощь, как вдруг из пары этих желтых глаз внезапно вырвались странные желтые полосы света, которые тут же вошли прямо в ее собственные. Молодая девушка тут же почувствовала головокружение, поскольку ее зрение застал золотисто-желтый цвет. Затем она склонила голову и потеряла сознание. Хань Ли еще раз взглянул на упавшую в обморок молодую девушку, слегка вздохнул и вытер пот со своего лица. Хотя он мог использовать технику контроля души только короткий промежуток времени, он действительно потратил слишком много энергии и чувствовал себя очень усталым. Неудивительно, что эта магическая техника относилась к категории бесполезных техник стадии заложения фундамента. Хотя эта магическая техника заставляла жертву послушно выполнять все приказы заклинателя в течение короткого промежутка времени, у нее были большие ограничения. Таким образом, культиваторов, которые практиковали эту магическую технику, было действительно мало. Прежде всего, эту магическую технику можно было использовать только на смертных. Она совершенно не действовала на культиваторов. Даже если была большая разница в уровне культивации, пока у них была духовная сила, они могли противостоять ей. Кроме того, духовная сущность заклинателя должна быть выше среднего. Таким образом, подавляющее большинство культиваторов стадии заложения фундамента не могли практиковать эту технику. В связи с этими двумя ограничениями мало кто интересовался этой магической техникой. Однако для Хань Ли это не было проблемой. Сначала Хань Ли беспокоился о том, что он не сможет понять все магические техники основания фонда. В последний раз, когда он был в небесном павильоне знаний, он прочитал заклинание этой магической техники и запомнил его из любопытства. Как только он вернулся в свою пещеру, чтобы культивировать его, он далось ему очень легко. Это очень удивило Хань Ли. Теперь он решил опробовать эту магическую технику на служанке, и, как и ожидалось, ему это удалось. Оглядевшись по сторонам, он вытянул палец вперед, и на кончике пальца тут же появился маленький шарик молочного белого света. Он прижал палец к колбу служанки, затем этот цветовой шарик вошел к ней в голову и исчез. Молодая девушка тут же очнулась и встала. Она равнодушно посмотрела на Хань Ли, но ничего не сказала. Кто стоит за управляющим особняка? Когда он попал в резиденцию принца? Куда ему нравится ходить? С кем он часто встречается за пределами резиденции принца? Хань Ли взглянул на молодую служанку и быстро задал ей ряд вопросов. Это была та самая служанка, которую отправил принц Синь за молодым принцем в начале банкета. Казалось, у нее было высокое положение в особняке. Используя ее, он мог получить достоверную информацию. «О каком управляющем спрашивает мастер?» — спросила молодая горничная с лицом, на котором не было эмоций. «В резиденции принца несколько управляющих», — озадаченно спросил Хань Ли. «В резиденции много управляющих, которые отвечают за дела принца. Например, есть управляющий Ли, который отвечает за совершение покупок, и управляющий Ди, который отвечает за надзор за резиденцией», а она продолжала смотреть на него пустым взглядом. «Кто из управляющих встречал гостей у ворот резиденции?» — спросил Хань Линь, наморщив лоб. «Это управляющий Ван. Он обладает наибольшим авторитетом». «Да, именно его я имел в виду». Хань Ли проговорил слегка беспокойно. Он не знал, как долго он сможет использовать эту магическую технику, чтобы контролировать ее разум. Естественно, ему следовало поспешить и выведать как можно больше важной информации у служанки. В противном случае, после того, как она очнется, ему придется потратить больше усилий. По словам старших в резиденции, управляющий Ван вырос вместе с принцем и сопровождал его во время обучения. В конце концов, он следовал за принцем в течение 50-60 лет. Помимо обычной ежемесячной поездки, в которой он следует за принцем в запретный город, он обычно не покидает резиденцию принца и ни с кем извне не поддерживает общение. Разумеется, если он не встретит кого-нибудь из хороших друзей принца. Что касается его отношений с молодым принцем, то они немного странные. Я слышала от предыдущей медсестры молодого принца, что 10 лет назад у молодого принца был очень жестокий характер, и его отношения с управляющим Ваном сложно было назвать хорошими.
как-то раз он даже ударил его на публике. Но за последние 10 лет отношение юного принца резко изменилось. Он не только стал вежливым и обходительным, но и стал очень уважать управляющего Вана, проведя церемонию, в которой он звал его младшим. Принц Синь был очень доволен этим, утверждая, что это было благословение богов, категорично сказала девушка. Услышав это, выражение лица Хань Ли не изменилось, но он холодно улыбнулся в своем сердце. Хотя, по словам горничной, не было ничего подозрительного в том, что у молодого принца изменился характер, но для Хань Ли этого было достаточно, чтобы убедиться в существовании скрытых отношений между принцем и управляющим Ваном. Кроме того, у них двоих исходило чувство опасности, так что они не могли быть простыми смертными. Что же касается таинственного покровителя управляющего, то Хань Ли не собирался слишком сильно вдаваться в подробности. Он только хотел убедиться, что управляющий не принадлежал к секте дьявольского Да. Ему были безразличны секреты другой стороны, а также его взаимоотношения с принцем. Хань Ли предпочитал не вмешиваться в чужие дела. После этого допроса Хань Ли решил, что, скорее всего, молодой принц и управляющий не имеют никакого отношения к дьявольскому Да. В конце концов, молодой принц был исключительным с самого начала, внезапного изменения способности не произошло. Если бы дьявольский Да действительно начал устанавливать с ним отношения более 10 лет назад, Хань Ли это не касалось. С этой мыслью Хань Ли вздохнул и приказал: «Где живет бессмертный мастер? Отведи меня туда». «Как пожелаете, мастер». Молодая служанка послушно встала и пошла. Хань Ли тайно последовал за ней, продолжая скрываться. С руководством молодой девушки Хань Ли прошел через 7-8 больших дворов и прибыл на спокойную террасу. В этот момент молодая девушка остановилась. Хлоп. Хлоп, внезапно Хань Ли слегка хлопнул ее по спине, в это время из его ладони вырвался белый свет. Затем он тут же метнулся к большому дереву. Ох! Разве это не резиденция преподобного бессмертного мастера? Что я здесь делаю? Молодая девушка проморгалась в удивлении и внезапно вскрикнула. Пустоты в ее глазах уже не было видно. Кто это там? Разве я не запретил людям приходить сюда и мешать моей культивации? Из комнаты раздался раздраженный голос старого даосиста. Услышав это, лицо молодой служанки тут же побледнело от страха. Не задумываясь о том, почему она появилась в этом месте, она убежала. Скрип. Открылась дверь. Оттуда внезапно вышел старый даосист. Но после того, как он увидел, что во дворе никого не было, он был в замешательстве. Что происходит? Я отчетливо слышал, как кто-то говорил. Я думал, принц пришел, чтобы найти меня. Куда тот негодник, который посмел отвлечь меня от культивации? Старик стоял во дворе и оглядывался по сторонам, прежде чем яростно вернуться в свою комнату. Однако, закрыв дверь и войдя в комнату, он был совершенно ошеломлен. За его столом сидел Хань Ли, молча уставившись на старого даосиста с сияющей улыбкой. Казалось, он очень заинтересовался им. «Кто ты?» — быстро спросил старый даосист, выражение его лица резко изменилось. Затем он рефлекторно поднял руку и выпустил огненный шар. «То, что мне нужно, это ты». «Не волнуйся, я не собираюсь действовать так опрометчиво», — Хань Ли улыбнулся так, будто не видел огненный шар старого даосиста. В его словах не было ни следа враждебности. Глава 294. Искусство управления огнем. ГМ. Ты тайком проник в мою комнату и смеешь себя так нагло вести передо мной. Да ты разве не знаешь, кто я? Этот даосист за последние дни в резиденции принца привык к лести и закричал на Хань Ли суровым голосом. Однако, после того, как он использовал технику глаза бога, чтобы осмотреть Хань Ли, яростное выражение на его лице тут же изменилось и побледнело. Вы культиватор стадии заложения фундамента. Проговорил он, заикаясь, будто не желая поверить в это. Ты же только что определил это своей магической техникой, не так ли? Равнодушно сказал Хань Ли с широкой улыбкой на лице. Старший, не вините меня. Я никогда прежде не встречал культиватора стадии заложения фундамента. Самый сильный культиватор, которого я встречал, был на 11 или 12 уровне стадии концентрации ЦИ. Я считал, что достигнуть стадии заложения фундамента слишком непостижимо. Услышав это, старый даосист тут же погасил свой огненный шар, словно очнувшись ото сна. Он сделал несколько шагов вперед, пытаясь извиниться перед Хань Ли. Хань Ли был удивлен тем, что старый даосист совсем его не боялся, в отличие от старика Ся. Вместо этого он был крайне взволнован. Однако Хань Ли тут же понял мысли другой стороны. Этот седовласый старик большую часть своей жизни застрял на 6 уровне.
Скорее всего, он был свободным культиватором с плохими способностями. Таким образом, он никогда не встречал культиватора с более высокой магической силой. Будучи изгоем, он мог общаться только с такими же, как он, низкоуровневыми культиваторами. Теперь, когда он увидел такого высокоуровневого культиватора, он, естественно, считал, что это была судьбоносная встреча. Скорее всего, он собирался извлечь из этого какую-либо выгоду. Подумав об этом, Хань Ли слегка улыбнулся. Если бы старый даосист смог удовлетворить его желание, то он, естественно, отблагодарил бы его. Хань Ли холодно посмотрел на старика и неторопливо сказал: «Твоя догадка верна. Я действительно культиватор в стадии заложения фундамента». Когда старик услышал это, на его лице появилось еще больше уважения. Его глаза засияли радостью. «Я не знаю, почему вы внезапно появились здесь. Вы желаете, чтобы я младший позаботился о каком-то определенном вопросе?» С уважением спросил старый даосист. Этот человек все правильно понял. Если он хотел заполучить какие-то пруфы от Хань Ли, ему самому нужно было предложить что-то взамен. Услышав это, Хань Ли выразил удовлетворение и с легкой улыбкой сказал: «Сначала давай поговорим о твоем происхождении. Сегодня я видел твое шоу в резиденции принца. Твоя техника управления огнем хороша». Искренне похвалил его Хань Ли. Когда старик услышал это, на его лице мелькнуло удивление. Он не думал, что этот старший видел его представление. Он поспешно ответил покорным голосом: «К сожалению, вы видели не лучшее мое шоу. Я бы мог показать вам и другие техники. Я могу управлять не только огнем. Что касается моего происхождения, в нем нет ничего особенного. Когда я был молод, ко мне в руки случайно попало свирепое искусство, ян от культиватора, который был на пороге смерти. Именно в этот момент я попал в мир культивации. Однако у меня нет особого таланта, так что без особых указаний я едва смог достигнуть 6-го уровня. Твоя техника управления огнем была техникой из той книги». Заинтересовался Хань Ли. «Не совсем так. Я культивировал эту технику до тех пор, пока не достиг узкого места. Из-за отсутствия дальнейшего прогресса я мог только шлифовать и усовершенствовать ее, используя разные трюки. Но спустя десятки лет усовершенствований и модификаций она стала самым большим моим достижением. Ты культивировал ее сам по себе». Хань Ли внутренне был ошеломлен. «Ли». Он еще раз оглядел старика, на его лицо было небольшое изумление. «Все верно. Используя эту простую технику, я превратил ее в искусство управления огнем. Я бы мог дать вам несколько советов по ее использованию, если господин пожелает». Как только даосист увидел, что Хань Ли заинтересовался его техникой, он был поражен. Он поспешно достал тонкую книгу из сумки и почтительно передал ее Хань Ли. При виде этого Хань Ли вздрогнул от удивления, честно говоря, хотя Хань Ли чувствовал, что эта техника управления огнем была довольно странной, он не испытывал большого желания изучать ее. Хань Ли совсем не считал, что она будет ему полезной в его культивации, однако то, что старик сам придумал ее и решил продемонстрировать Хань Ли, вызвало его удивление. Таким образом, Хань Ли взял ее, чтобы посмотреть. Изначально на лице Хань Ли сохранялось равнодушное выражение лица. Но когда он просмотрел ее, хотя внешне его выражение лица ничуть не изменилось, в глубине своего сердца он был очень потрясен. Незначительное изменение формы пламени, о котором говорилось в начале книги, не имело большого значения для нынешнего Хань Ли. Так что он считал, что эта техника была пустой тратой времени. Однако в конце говорилось о некоторых понятиях и способах практического применения этой техники. Внезапно Хань Ли осенило, казалось, он смог постичь ее суть, которая принесла бы ему немалую пользу. Спустя короткое мгновение Хань Ли аккуратно закрыл книгу. Сейчас у него не было времени на это. Как только у него появится время, он сможет подробнее проанализировать содержимое этой книги. Он был уверен, что эта встреча повысила его понимание использования магических техник. «Я возьму эту книгу. Хотя ты и сказал, что готов дать мне несколько советов, я хочу, чтобы вы отдали ее мне. Как старший, я, естественно, не оставлю вас с пустыми руками. У меня есть несколько книг о магическом магические инструменты любого ранга и даже нескольких популярных пилюлей для культиваторов стадии концентрации ЦИ. Ты можешь выбрать любой из 3 вариантов в обмен на эту книгу. У тебя есть несколько минут, чтобы подумать». Пристально взглянув на старика, Хань Ли проговорил несколько слов, которые тут же возбудили интерес старого даосиста. «Большое спасибо, старший. Большое спасибо за вашу благосклонность». Лицо старика слегка покраснело. Он даже слегка дрожал от волнения. Хань Ли слабо улыбнулся и больше ничего не сказал. Вместо этого он закрыл глаза, прислонился к стулу и расслабился.
старый даосист начал ходить взад-вперед по комнате, поскольку ему предстоял сложный выбор. «Ну что? Ты решил?» Спустя несколько минут небрежно спросил Хань открыв глаза. «Старший, я решил. Я хочу получить пилюли, которые помогут мне сделать прорыв», — ответил даосист. Его голос звучал уверенно. Услышав его ответ, Хань совершенно не был удивлен. Он так и думал, что старик выберет пилюли для культивации. В конце концов, магические инструменты не помогут прорваться через узкое место. Хань кивнул головой и вытащил из рукава 2 маленькие нефритовые бутылки. В этих бутылках гранулы желтого дракона. Они существенно эффективны для культиваторов до 10 уровня. «Возьми их», — спокойно сказал Хань. 10-й слой концентрации ЦИ. Я премного вам благодарен за оказанную услугу. Огромное спасибо. Старик огненным взглядом уставился на 2 эти бутылки с духовными пилюлями. Несколько раз поблагодарив Хань, он взял бутылки в свои руки. Затем он нетерпеливо открыл крышку одной из бутылок и понюхал ее. Однако, на самом деле я пришел сюда по другой причине. Если ты поможешь мне, я отблагодарю тебя еще лучше. Спокойно заговорил Хань, увидев, что старик убрал бутылки. Благодаря такой награде, Хань был уверен, что другая сторона не сможет ему отказать. В результате старик тут же рассмеялся и сказал: «Старший, пожалуйста, не стесняйтесь и расскажите мне об этом. Я сделаю все, что в моих силах». Услышав это, Хань улыбнулся и сказал: «Ничего сложного. Я просто хочу, чтобы в течение следующих нескольких месяцев ты понаблюдал за поведением твоего молодого ученика и управляющего Вана. Если произойдет что-то странное, доложи об этом мне». Хотя Хань озвучил свою просьбу, старик был ошеломлен. Он действительно не думал, что этот старший хочет, чтобы он следил за 2 смертными. Кроме того, один из них был бы его учеником, которого он только что принял. Несмотря на свое недоумение, он решился спросить у Хань: «Может ли господин просветить меня, что не так с этими 2?» Старик спросил об этом очень осторожно, боясь оскорбить этим вопросом старшего эксперта. На лице Хань не было ни следа недовольства, однако он не сразу ответил на вопрос даосиста. Спустя минутной паузы он сказал: «По правде говоря, я культиватор из долины Желтого Клена 7 сект. В настоящее время дьявольская Да напала на государство Юэ. Даже свободный культиватор, как ты, наверняка знаешь об этом. Я подозреваю, что эти 2 как-то связаны с дьявольским Да. Поэтому мне нужно, чтобы кто-нибудь присмотрел за ними на всякий случай». Хотя Хань верил, что управляющий Ван и молодой принц не были связаны с дьявольским Да, лучше было перестраховаться. Именно поэтому он пришел к этому старому даосисту. Однако, он не стал рассказывать истинную причину, по которой он счёл их опасными, и использовал дьявольское Да как оправдание. В конце концов, чувство опасности, которое Хань испытал при виде этих 2, было чисто инстинктивным, поэтому он, очевидно, не мог сказать об этом вслух. Глава 295, продолжая встречу. Связанный с дьявольским Да. Когда старый даосист услышал, что Хань был культиватором из долины Желтого Клена, он не удивился. Об этом он и сам уже догадался. За исключением 7 сект, в других сектах было очень мало культиваторов в стадии заложения фундамента. Однако, услышав, что его собственный ученик и управляющий Ван, возможно, были как-то связаны с дьявольским Да, его лицо невольно позеленело. Репутация дьявольского Да в государстве Юэ была почти синонимом кровопролития и жестокости. Даже такой низкоуровневый культиватор, как он, естественно, знал об этом. Кажется, старший что-то не так понял. Я действительно изучил тело молодого принца. Он не может пользоваться магической силой, ответил старик, поколебавшись несколько мгновений. Он считал, что этого просто не может быть. В конце концов, он провел какое-то время с молодым принцем и не видел ничего такого, что могло быть хоть как-то связано с дьявольским Да. Услышав слова старика, Хань не стал отвечать на его лишние вопросы. Он просто сказал со спокойным выражением лица: «Ты лично проследишь за тем, связаны эти 2 с дьявольским Да или нет. Если увидишь что-нибудь подозрительное, просто сообщи мне. Тебе не нужно предпринимать никаких действий, просто следи за ними. Кроме того, старайся выглядеть естественно и не совершай никаких опрометчивых поступков. Если другая сторона раскроет тебя, ты, скорее всего, умрёшь». Последние слова Хань были предупреждением старому даосисту. Сомнение в глазах седовласого старика тут же исчезло после того, как он услышал слова Хань. Теперь он выглядел еще ужаснее.
Немного поколебавшись, он с опаской спросил: «Если эти двое случайно обнаружат, что я слежу за ними, что мне делать? Уровень моей магической силы слишком низок. Я боюсь, что мне придется отказаться от великой задачи старшего». Услышав это, Хань Ли сморщил лоб. Казалось, этот старый даосист был готов пойти на попятную, поэтому Хань Ли пришлось попытаться убедить его. С этой мыслью Хань Ли коснулся сумки и тут же достал оттуда предмет, выложив его на стол. «Ты можешь использовать это. Во избежание опасностей я даю тебе высокоранговый магический инструмент, чтобы ты смог защитить себя. Как только я покончу с этим делом, он перейдет в твои руки», — проговорил Хань Ли, указывая на пурпурный шарик, излучающий светло-синее сияние. Высокоранговый магический инструмент. Услышав это, старик был очень удивлен. Магические инструменты стоили очень дорого, так что этот старик никогда бы не смог позволить себе даже среднеранговый магический инструмент, не говоря уже о высокоранговом. Этот фиолетовый световой шар может мгновенно создать барьер для защиты. Я уверен, что не так много культиваторов стадии концентрации ЦИ смогут прорваться через него. Этого должно быть достаточно, чтобы справиться с большинством опасностей, с которыми ты можешь столкнуться, терпеливо сказал Хань Ли с неизменным выражением лица. Это защитный магический инструмент. Услышав это, в глазах старого даосиста появилась большая заинтересованность. Защитные магические инструменты были самым драгоценным и редким видом магических инструментов. Даже если бы этот старый даосист должен был провести остаток своих лет, собирая духовные камни, вероятно, ему все равно не хватило бы жизни, чтобы купить высокоранговый защитный магический инструмент. «Хорошо, в таком случае я приложу все силы, чтобы выполнить поставленную предо мной задачу», старик стиснул зубы и согласился на предложение Хань Ли. Похоже, что пословицу «птицы умирают в погоне за едой, люди умирают в погоне за деньгами» можно применить и в мире культивации. При виде того, что старик согласился взять на себя эту очень опасную задачу, Хань Ли слегка улыбнулась, но внутренне он вздохнул с облегчением. «Помести эту духовную метку на тело. Таким образом, если что-нибудь случится, я сразу же смогу найти тебя и спасти. Кроме того, когда все закончится, я дам тебе еще одну гранулу желтого дракона». Таким образом Хань Ли поместил метку на тело даосиста, используя силу и поощрение. При виде действия Хань Ли старый даосист был слегка поражен, но он притворился невежей в отношении истинного намерения Хань Ли и поблагодарил его. Глядя на наигранную тактичность даосиста, Хань Ли улыбнулся, а затем покинул его. После того, как старик проводил его, Хань Ли покинул резиденцию принца. Однако Хань Ли все еще не собирался возвращаться в резиденцию Цинь. Вместо этого он забрел в первую попавшую чайную и решил спокойно поразмыслить над чашечкой чая. Он думал о недавних событиях, проверяя, не упустил ли он чего из виду. Регулярно перепроверять свои действия — привычка, которую приобрел Хань Ли за все эти годы. Только благодаря своим аналитическим способностям и работой над своими недостатками Хань Ли удавалось выйти сухим из любой кризисной ситуации. Таким образом, Хань Ли долго сидел в чайной. Только когда небо потемнело, он покинул чайную под пристальным взглядом официанта. Он попросил только одну чашку и просидел над ней полдня. Официант первый раз видел такого клиента. Затем официант рассказал об этом своим друзьям, так что Хань Ли неожиданно стал объектом шуток смертных. Однако Хань Ли это совершенно не интересовало. Настало время, когда ему нужно было встретиться со стариком. Однако Хань Ли совсем не собирался приходить вовремя. Несмотря на то, что он всегда был пунктуален, он решил прийти пораньше, чтобы не дать им провести его. Немного помолчав, Хань Ли вдруг сморщил лоб. Он чувствовал, что старик Ся с внучкой появится с запада, хотя они договорились встретиться на востоке, поэтому Хань Ли был немного зол. Хань Ли холодно фыркнул и высвободил свою лодку божественного ветра в небо. В ту же секунду он, вместе с лодкой, превратился в полосу белого света, которая бросилась по небу в направлении пары. Магическая техника использования духовной ци для отслеживания людей был очень распространенной техникой, используемой культиваторами стадии заложения фундамента. Тем не менее, большинство людей могут ощущать метки только на расстоянии не больше нескольких десятков километров. Но поскольку Хань Ли практиковал технику великого развития, он мог отслеживать людей более чем за 50 километров. Это было поистине удивительно. Благодаря этому Хань Ли с нетерпением ждал того момента, когда сможет достигнуть второго уровня техники великого развития. Через мгновение Хань Ли пролетал на своей лодке божественной ветра над ничем не примечательным двориком, шириной около 100 метров, холодно глядя вниз. Во дворе было 3 маленьких, старых комнаты. Стоя на краю маленькой чистой белой нефритовой лодки, Хань Ли не стал безрассудно спускался. Вместо этого он оставался спокойным и молчаливым, словно думал о чем-то.
В конце концов, Ханьли сделал легкий шаг, и маленькая лодка сразу же упала с неба, словно падающая звезда. Но когда она оказалась в 15 метрах от земли, лодка внезапно остановилась. Тело Ханьли сдвинулось, и он легко шагнул с магического инструмента и приземлился в маленьком дворе. Взмахнув рукой, маленькая лодка тут же уменьшилась в размерах и полетела к руке Ханьли. Все это произошло так тихо, что не было слышно ни малейшего шума. Затем, как демон, он встал перед средней комнатой и начал спокойно изучать ее своим духовным чутьем. Ханьли ясно чувствовал, что в комнате есть два сгустка духовной ци, за которым следует его собственная духовная ци. После того, как духовное чутье Ханьли проникло в комнату, он мог отчетливо слышать голос молодой женщины. «Дедушка, разве наши действия не разозлили его? Если этот человек действительно нас найдет, как мы оправдаем свое поведение?» Голос молодой девушки звучал с волнением. Казалось, что Ханьли произвел на нее глубокое впечатление. «ГМ, ты ничего не понимаешь. Как он сможет нас найти, используя всего лишь незначительную часть духовной ци? За свою жизнь я повидал намного больше, чем ты. Я уже видел все эти угрозы. Кроме того, даже если он активирует магическую технику, он все равно не сможет отследить нас на таком большом расстоянии. Если он отправится в восточный район, то этому человеку действительно придется поискать нас», — холодно фыркнул старик. «Вот почему мы не покинули Юйцзин этой ночью. Все, что мы сделали, это переехали в западный район», — неуверенно возразила молодая девушка. «Ты все еще ничего не поняла. То, что я сказал ранее, было только мое предположение. Я не знаю, действительно ли это так на самом деле. Если бы я правильно догадался, естественно, нам не придется сталкиваться с его угрозами, и мы сможем свободно уехать в другое место. Но он, тем не менее, является культиватором в стадии заложения фундамента. Возможно, он сможет отследить нас издалека своей магической техникой. Если бы мы сбежали из Юйцзина, и он нашел нас, у нас не было бы оправданий. Но переезд в западный район — это не то же самое, что сбегать, поэтому мы легко сможем оправдать себя в случае чего. Старик очень подробно объяснил девушке то, что они предприняли. «Хех, дедушка, ты по-настоящему большой хитрец. Однако я не думаю, что этот человек кажется высокомерным. Нужно ли нам скрываться от него? Я думаю, что от обмена с ним даосской мы смогли бы получить большие преимущества. Во всяком случае, мы все равно не способны понять ее», — хихикнула молодая девушка, а затем сказала это. «ГМ. Мир опасен. Не стоит принимать желаемое за действительное. Пользуясь правилами морали, нет никаких оснований для обмана. Но ты еще не понимаешь, что справедливый обмен возможен только перед равными сторонами. Если одна сторона значительно сильнее, разве здесь может быть справедливый обмен? Кроме того, даосская книга, которая не представляет для нас никакой ценности, может быть сокровищем в его руках. Заполучив сокровище, он может немедленно уничтожить нас. Я уже много раз сталкивался с этим за всю свою жизнь. Как я могу доверять ему? В конце концов, разница в нашей культивации слишком высока. Он может убить нас, щелкнув пальцем». Пока старик говорил это, его голос становился все мрачнее. Было ясно, что он не мог смириться с тем, что его жизнь была в чьих-то руках. «Дедушка, не отчаивайся. Ты же сказал, что хотя он и выглядит молодым, он, вероятно, старый монстр, который прожил неизвестное количество лет». Молодая девушка пыталась утешить его. Но в этот момент внезапно снаружи комнаты раздался холодный голос. «Что? Как я что-то вроде старого монстра?» По мере того, как цвет лица деда и внучки менялся от ужаса, изначально плотно закрытая дверь открылась, и в комнату спокойно вошел Ханьли. Войдя в комнату, Ханьли сел на место хозяина, а затем безмолвно посмотрел на них с очень спокойным выражением лица.